Друзья, всем привет! Сегодня покажу интересный метод, что я делаю с петунией, чтобы быть с ней всегда, не покупать, не тратиться. Я посадила семена петунии, просто купила в обычном магазине, сейчас покажу какой сорт. Петунию в январе посадила, здесь у меня 4 корня. Что я делаю дальше? Смотрите, это сорт у меня... Сейчас я вам покажу. Это сорт у меня вот этот. Это серия Dot Star F1 Dark Violet. Очень хорошо растет. Ну, в народе говорят, что это петуния звездное небо, можно, наверное, так сказать. Все остальные у меня тоже растут, но сегодня я буду на примере этой петунии мультифлоры показывать, что я делаю. Очень хорошо растет, очень хорошо развивается. И вы можете заметить, что здесь вот что-то оторвано, наверное, скажете. Нет, это я так укореняю. Видите, как только я убираю макушку, с пазух появляется черенок. Ну, то есть петуния. Для меня это черенок, для вас это может быть петуния. Смотрите, она какая красивая. Здесь уже один черенок готов, второй уже на подходе. А я делала как? Эти были поменьше. Я сначала брала 2 черенка отсюда, а позже взяла отсюда. Сейчас я вам покажу эти черенки. И в этом видео покажу, как я быстро это все укореняю. Вот смотрите, друзья, сейчас начало февраля. И у меня уже такие достаточно взрослые, можно так сказать, петунии. Скоро они зацветут. Это у меня одни из первых, которые я черенковала. Уже пошли в рост, пора их формировать. Также, если вы не хотите брать черенки, просто отрываем макушку. Этот черенок уже можно укоренять, он, видите, уже большой. И после того, как я вам покажу, что я буду делать, они будут вот такие пышные и куститься. Их, конечно, сейчас можно пересадить в отдельные побольше стаканчики, и они будут с очень хорошей корневой, очень быстро зацветут, но мне этого не нужно. Я планирую с них брать черенки и брать. То есть весь февраль я буду брать черенки, март, и у меня будет очень большое количество посадочного материала. Вот смотрите, корневая уже пошла вниз, хорошая корневая, но так как они вдвоем здесь, им мало места, но в этом ничего плохого нет, они все равно растут. Мне не нужно, чтобы они сильно быстро росли, мне нужны черенки. Вот. Из этого, можно так сказать, маточного растения у меня уже появилось 6 кустиков полноценных петуний. Я пробовала, друзья, оставлять осенью маточное растение. То есть вот большой куст петунии заносишь, держишь его всю зиму, ухаживаешь за ним. И потом весной начинаешь черенковать. Но это не мой вариант, сразу скажу. Может быть, вы так делаете, но это честно, не мой вариант. Так как петуния все лето росла, цвела, все равно она слабая. За ней нужен очень серьезный уход, нужно хорошо подсвечивать, подкармливать и так далее. Поэтому мне проще купить семена, они хорошо всходят, и посадить в январе, и потом черенковать. Вот это моя тема. Друзья, стаканчик обычный. Здесь отверстие я пролила, видите, вода стекает. Здесь небольшой слой мелкого керамзита, и здесь вермикулит. Делаю отверстие. Видите, я по 2 сажаю. Обозначаю. Вот здесь вот у меня 3-й номер, чтобы не перепутаться. Здесь тоже у меня 3-й номер. Так, теперь беру острые ножницы. И здесь я буду брать вот этот черенок. И здесь я буду брать вот этот черенок. И скоро уже будет готов. Вот еще один. Убираю. Здесь тоже убираю.
2 черенка готовы. Все. Никакие укоренители, ничего я не использую. Если вы сомневаетесь, то можно. Но мне это не нужно. Я без этого. И вот самое главное тоже здесь вот так вот плотно-плотно прям вот прижать. Но вермикулит это такой, так сказать, субстрат, который прям вот он обволакивает. Также это, наверное, самое главное, то что все у меня в пакетиках. Особенно, когда только-только посадили. Черенок должен быть всегда в пакете. Я его не открываю. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. На этом я хочу с вами попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.